Здравствуйте, друзья! Каким будет мир в ближайшие 50 лет? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Пророчество некого Пауля Амадеуса Динаха, впавшего в 1921 году в однолетний летаргический сон и перенесшегося душой в тело некого Андреаса Нортема, живущего в 3906 году, не являются розыгрышем. Дело даже не в том, что в 2016 году над временным дневником Динаха 1000 страниц начнут работать ученые из Греции и других стран. Главный довод в пользу правдивости этой загадочной истории таков. Сам провидец поневоле не хотел, чтобы его дневник был когда-либо предан огласке. Более того, весь тираж книги о Динахе, содержавший всего несколько его пророчеств и опубликованный в конце 1920-х годов, был кем-то спешно изъят из розничной торговли и, судя по всему, уничтожен. Пауля Амадеус Динах, о котором с его слов известно, что его отец был немецкоязычным швейцарцем, а мать происходила родом из австрийского Зальцбурга, перебрался в Грецию осенью 1922 года по рекомендации лечащего врача. Годом ранее наш герой стал одной из жертв загадочной вспышки редкой болезни – летаргического энцефалита, эпидемия которого распространилась по всему миру в период между 1915 и 1926 годами. Доктор, наблюдавший в центральной больнице Женевы за обретшим память пациентом и не знавший, как предупредить возможный рецидив, посоветовал клиенту страну с лучшим климатом. Пауль Динах последовал рекомендации и приехал в Афины. В местном университете он, бывший школьный учитель, стал преподавать студентам немецкий язык. В 1924 году, задумав вернуться на родину, Динах вызвал к себе в кабинет своего лучшего студента Георгиоса Папахациса и передал ему пухлую рукопись, пояснив, что перевод ее с немецкого на греческий позволит ему развиваться на ниве лингвистики. С тем и отбыл восвояси, в соответствии с дальнейшим утверждением Георгиоса, вероятно скончавшись от туберкулеза в ходе переезда в родной Цюрих из Австрии через Италию. С этого момента и начались приключения загадочного дневника, оказавшегося, к удивлению одаренного студента, сборником предсказаний на период с 21 века до 3906 года. По воспоминаниям Папахациса, опубликованным в 1979 году, Динах был очень осторожным, очень скромным человеком с большим вниманием к деталям. Забегая вперед, отметим, вероятно, эта очень большая осторожность и была причиной того, что наш герой, судя по всему, участник Первой мировой войны, прибыл в Элладу под вымышленным именем. В любом случае, Георгиос Папахацис, побывавший в поисках создателя дневника в Цюрихе 12 раз с 1952 по 1966 год, так и не смог отыскать в Швейцарии никаких либо следов, ни потомков своего учителя. А тогда, в 1920-е, выяснив, что дневник Динаха, созданный швейцарцем в течение года после выхода из комы, представляет собой пророчество некоего Андреаса Нортема, жителя 3906 года и ученого, в тело которого перенеслась на время душа скромного учителя, Папахацис счел нужным привлечь к переводческим работам нескольких знакомых ему лингвистов. Как итог, в конце 1920-х в Греции был опубликован роман «Долина роз», представлявший собой компиляцию из рассказов Папахациса об учителе и откровений Нортема. Ныне можно лишь догадываться, кто и почему изъял из свободной продажи весь тираж этого романа и затем, скорее всего, уничтожил. Между тем, сам Папахацис продолжил работу над переводом таинственной рукописи, и сегодня остается лишь сожалеть, что Вторая мировая война и период диктатуры черных полковников в Элладе задержали на долгие годы это подвижничество. Вызывает сожаление и то, что оригинал дневника путешественника во времени оказался безвозвратно утерян. По свидетельствам самого переводчика, накануне Рождества 1944 года в его дом вошли солдаты греческой армии и изъяли подозрительный гроссбух на немецком языке, пообещав вернуть он и после проверки его содержания. Это обещание так и не было исполнено. К счастью, к тому времени Папахацис уже закончил перевод дневника Динаха Нортема.
что впоследствии и позволило опубликовать его в 1979 году. Почему так поздно? Ответ прост. После окончания Второй мировой лишь одно упоминание о том, что имеет место перевод с немецкого, отправляло труд в разряд запрещенной литературы. Издательства отказывались публиковать его под предлогом слишком большого объема, безденежное население и слишком малого спроса на такие книги в Греции. Наконец, в 1972 году предпоследняя попытка папа Хациса донести до земляков пророчество Диноха потерпела крах по той причине, что указанный год был апогеем воцарившейся в Элладе семилетней диктатуры черных полковников, полагавших, что народу нужна совсем другая литература, пропагандистская. Впрочем, поразительны даже не мытарство книги и ее переводчика, а тот факт, что тираж 1979 года полностью повторил судьбу тиража «Долины роз», отпечатанного в конце 1920-х. Его кто-то просто-напросто скупил на корню, не позволив дойти книги до прилавков в магазинах. Лишь в конце 2015 года некто Анастасис Радамантис предъявил один из ее экземпляров научному сообществу Греции. Почему можно сказать, что папа Хацис не мошенник и не мистификатор, сделавший себе имя на всей этой истории? На него мы ответим далее. А пока настало время ознакомить вас с пророчествами Пауля Амадеуса Диноха, сведениями из будущего, озвученными жителем 3906 года, в чье тело перенеслась душа нашего героя. До 2020 года произойдет полное переформатирование биржевой и банковской систем. Деньги в привычном виде перестанут существовать. Их электронная стоимость будет привязана к реальной ценности электроэнергии, золота, природных ресурсов. До 2025 года природные ресурсы человечества будут перераспределены, фактическая частная собственность на них отменена. Это позволит подавляющему большинству людей на Земле жить в период благоденствия. До 2030 года ученые постигнут тайну фотографирования духовных энергий. Любой сможет стать телевизионным передатчиком, ретранслируя по экстрасенсорным каналам свои мысли и видения всем желающим подписчикам. До 2050 года детская смертность будет практически побеждена, а использование природных ископаемых прекращено в связи с развитием технологий возобновляемой и пространственной энергии. Нобелевская премия по физике присуждается группе ученых за работы в области практического использования антигравитации и этеродинамики. Вероятно, речь идет о новом использовании духовных энергий. Кроме этого, Пауль Динох упоминает, что в 21 веке будет открыт новый вид ДНК, и в связи с перенаселением начнется строительство искусственных подземных городов, а также состоится открытие некоего внутреннего подземного солнца и атмосферы. Что касается вопроса о создании мирового правительства, то по Диноху такое будет создано уже не при нашей жизни, а также наших внуков и детей. Любопытно, что согласно дневниковым записям Диноха, это правительство будет состоять из ученых и интеллектуалов, ибо к 23 веку исчезнет само понятие политика. Есть ли доводы в пользу того, что переводчик дневниковых записей Диноха не шарлатан и не мистификатор? Судите сами. Имя Георгиуса Папахациса хорошо известно в Элладе. Он был деканом университета политического образования Пантеон, созданного в Афинах в 1927 году, профессором административного права, вице-президентом Национального совета Греции, учредителем Греческого философского общества, почетным доктором философии и культурологии. За попытки популяризации дневника своего учителя Папахацис подвергся серьезным преследованиям, от угроз запрета на научную деятельность до церковной анафемы. Ученый продолжал свою подвижническую деятельность вопреки всем тяготам. А помните имя Анастасиса Радамантиса? Он высокопоставленный представитель греческого отделения одной из всемирных масонских лож. Если верить публикациям в прессе Эллады, господин Радамантис не скрывает, что на протяжении десятилетий братья тщательно тайно изучали предсказания Диноха, а теперь, исходя из неких внутренних причин, сочли возможным сделать их достоянием всего человечества. Но какова роль научного сообщества в будущей работе над книгой?
Разве недостаточно просто перевести ее с греческого языка на другие, предоставив судить о ее ценности широкой общественности? Ученые Греции объясняют это так. Во-первых, Георгиос Папахацис, осуществляя перевод дневника Диноха, счел необходимым сопроводить его своими комментариями, сопоставимыми по объему с собственно пророчествами, переплетя первые со вторыми. Так что следует отделить предсказания от комментариев, сделанных ученым, отличавшимся поэтическим складом мышления. Во-вторых, сами предсказания заслуживают тщательной работы современных специалистов в разных областях знаний, от футурологии до квантовой физики. Скромный швейцарский учитель начала 20 века признавался в своих дневниках, что не все мог понять в терминологии Андреаса Нортема, ученого из далекого будущего, передавшего ему знания, и записывал их лишь в меру своего понимания. Между тем, интересен и еще один довод в пользу честности создателя дневников, сделанный на днях известным астрофизиком Хьюбертом Ривзом. Этот ученый убежден, что в одном только описании Динохом его перемещения души в тело Нортема сокрыт целый массив научных сведений, неизвестных в 1920-е годы и признанных фактами лишь в 21 веке. А что думаете вы по поводу предсказаний? Сбываются ли они, или это всего лишь выдумка? Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.